Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Ко мне пришла модель с такими ногтями. Что самое интересное, на одной руке и есть покрытие гель-лак, на другого совсем нет. Покрытие отвалилось, видим, что ногти красные, истонченные, поэтому они нуждаются в дополнительном укреплении. Помимо этого клиент хочет форму квадрат, а ногти сейчас далеки от идеала, многие уголочки скручиваются, либо вовсе отсутствуют, например, на указательном. Приступаем к снятию старого покрытия, и даже когда производим снятие, видим, что покрытие гель-лак отлетает кусками. Возможно, было нарушение в технологии нанесения покрытия, либо это особенность ногтей данного клиента, либо неправильно подобранная база. На самом деле причин таких отслоек множество, даже то, какую жидкость для обезжиривания ногтей вы используете и так далее. Отодвигаем кутикулу пушером для того, чтобы ее приподнять и под нее легче вошла фреза. Работать будем красным пламенем диаметра 0,21 с красной насечкой. В положении форвард на скорости 15-17 тысяч оборотов прочищаем левые стороны, убираем полностью весь птеригий. Затем переключаем направление вращения и прорабатываем правые стороны, при этом оттягивая кутикулу в той области, в которой работаю. Обязательно работайте щеткой для того, чтобы убедиться, не просто так вы водите насадкой, там остался птеригий или это всего лишь пыль. Забафим ногтевую пластину перед срезом, для того, чтобы впоследствии его не размахрить. Срезаем кутикулу ножницами, у меня с загнутым носиком, они очень-очень удобные. Здесь как раз такая кутикула, которая подходит для среза. Остались небольшие шероховатости, хочется добиться идеала, поэтому наносим антисептик и зашлифуем кожу по нему. Для этого использую силикон-карбидную насадку зеленого абразива, то есть она средняя. Если кожа более сухая, то можно взять серый абразив. Обезжириваем и наносим праймер, обязательно бескислотный, потому что ногти у моей модели истонченные и излишняя кислота ей вовсе ни к чему. Базовое покрытие также бескислотное. Кстати, у меня на канале есть очень подробное видео о том, как подобрать правильно базу клиенту, как определить кислотность материалов. На указательном не хватает уголочка, а большой сильно скручивается. И такие углы, конечно, необходимо реставрировать, потому что просто-напросто не получится квадрат. Для реставрации будем использовать акригель молочного оттенка. В тонком слое он хорошо подстраивается под цвет ногтевой пластины. Понадобится специальная жидкость для разравнивания, для того, чтобы не было отслоек. Набираем небольшой шарик акригеля, ставим на свободный край, начинаем распределять кистью. Здесь важно довести акригель чуть выше середины натурального ногтя, для того, чтобы была хорошая сцепка, для того, чтобы кончик не сломался. Вытягиваем материал пузиком на себя, формируем отсутствующие уголочки. И важно кистью проработать материал изнутри, то есть как бы его приподнять. Потому что когда вы будете вытягивать материал на себя, большая вероятность того, что он просто опустится под ноготь и придется много выпиливать, будет ступенька. Поэтому перед постановкой в лампу поднимите опустившийся материал кончиком кисти. На указательном достраиваем отсутствующий уголок, решили работать в два этапа. Сначала сделать его, просушить, а затем укрепить и левую боковую стенку. Потому что если оставить ее такой, как сейчас, она тонкая, подвижная и, возможно, сколы. Перед постановкой в лампу вы должны увидеть уже практически готовую форму квадрат. Кстати, наверняка вы обратили внимание, что изначально я не подпиливала длину, потому что мы это сделаем уже после.
На большом ногте скрученная арка, ее необходимо восстановить. Беру большее количество материала, распределяю в обе стороны, вытягиваем уголочки и отправляем на просушку. Такое укрепление идеально для подобных ногтей, которые истончены, на которых уже не держится никакое покрытие, гель-лак отслаивается пластом. Такой способ позволит носить гель-лак без сколов. Все просушили, обезжириваем и теперь только на этом этапе придаем форму. Придаем форму квадрата, опиливаем нижние параллели и сглаживаем поверхность. Наша задача сделать ровную поверхность, чтобы не было бугров и неровностей. Для того, чтобы убедиться, ровно ли вы опилили форму квадрат, отверните руку от себя, посмотрите, не возвышается ли один угол над другим и подпилите его в таком положении. На самом деле такое укрепление не занимает много времени. Почему-то часто мастера думают, что это очень долго, но на самом деле нет. Можно было бы выложить шарики акригеля сразу на несколько ногтей, на 2 или на 4, все распределить и только потом уже отправлять в лампу. Таким способом можно даже донарастить немного свободный край. Обезжириваем ногтевую пластину и теперь выполняем выравнивание базой. Для этого используем базу средней консистенции, которая будет сама хорошо разравниваться. И основной объем материала ставим к кутикуле. На свободный край наносить его не нужно практически, потому что там есть твердый материал – акригель. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. При перевороте руки оттягиваем материал к кутикуле, разравнивая поверхность. Выполнили выравнивание, приступаем к покрытию цветом. Выбрали теплый розовый оттенок, а также сделаем небольшой дизайн в виде наклеек. Цвет покрываем в 2 слоя. Чтобы не было затеков, опустите палец немного вниз. Можете у кутикулы прокрашивать тонкой кистью, ведь каждый затек – это будущая отслойка. Думаю, вы обратили внимание на толщину торцов. Не стоит ее пугаться. Мы ее в конце выпилим изнутри. В итоге должна получиться толщина, равная пластиковой карте. Снимаем липкий слой с большого ногтя и приклеиваем наклейку. Обожаю эти наклейки, потому что они на липкой основе, не нужно размачивать водой, как слайдеры. Смотрится очень эффектно. Покрываем все топом без липкого слоя. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Просушиваем в лампе и делаем дизайн на большом. Рисуем кружочек и засыпаем его акриловой пудрой. Получится очень интересный эффект на глянцевом топе. Матовый круг, и он будет такой приятный на ощупь, тактильно. Теперь мы подошли к тому самому секрету, который обеспечит долгую носку. Нам необходимо выпилить натуральный ноготь изнутри. Нет ногтя, нет проблем, то есть нет отслоек. Для этого использую тонкую твердосплавную насадку с синей насечкой. Сначала выпиливаю в положении форвард справа налево в перевернутом состоянии руки. Затем ставлю ноготь как обычно и слева направо выглаживаю арку. Смотрю на ее равномерность. В итоге у нас получаются очень красивые тонкие торцы, а ногти арочные, потому что мы подняли некоторые кончики, которые смотрели вниз.
После этого этапа проходимся пилкой по торцам, по боковым сторонам, еще для большей четкости, чтобы квадрат был квадратом. Это очень простой, быстрый способ укрепления, благодаря которому гель-лак будет держаться без сколов, без отслоек. Обязательно пробуйте на своих клиентах. Понравился результат? Скорее ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!